Добрый день, дорогие друзья, добрый день. Теплый вам осенний привет из Кишинева. Улица Садовая, университет, вход в ЦПКИО. За моей спиной вы, наверное, видите водонапорную башню. Ныне это музей. И сейчас я иду на встречу со своими дорогими зрителями, которые приехали из Америки. Мы встречаемся на улице Щусева. И, пользуясь случаем, я хотел вам показать вот остановочка Садовая, университет. Вот сам университет, кто здесь учился. Всем большой привет. Сейчас мы немножко вот сделаем такой поворотик. Снимем вам вход в ЦПКИО, Центральный парк культуры и отдыха, наш знаменитый, наш родной. Да, его немножко модернизировали. Я здесь вот не был очень давно, после реставрации. И сейчас вот вы уже увидите вместе со мной. Здесь такой красивый фонтанчик нашел себе место. Смотрю, террасы какие-то есть, сцены. Я не знаю, надо прийти проверить. Посмотрите, как красиво фонтан журчит. Прикольно. Тут какое-то кафе. Цены потом посмотрим, потому что нам некогда. Вот модные в Кишиневе расставили вот эти всякие будки с быстрым кофе. По мне так это, вы знаете, большая фигня. И вот нашему взору открылась водонапорная башня. Я только что позвонил зрителям Саше и Ларисе. Они уже ждут меня. Они уютно разместились в одном из кишиневских кафе на улице Щусева, не доходя 37-й бывшей школы. Ныне это лицей Гоголя. Идем по нашим любимым тротуарам Кишинева, нашего любимого. Сейчас дойдем до Гоголя и спустимся вниз, и вашему взору откроется улица Гоголя. Гоголя. Да. Очень много машин, большие пробки. И вот на Садовой всегда, как раньше было, так более-менее свободно. Сейчас здесь поставили два светофора. То есть один светофор перед остановкой. Все, вот намеревался как-то попасть в эту башню-музей, но все никак руки не доходят. Надо будет с кем-то скооперироваться, чтобы было веселей. Как бы. Так, сейчас у нас тут будет скоро. О, Юрчик, привет! О, ты на черной? Привет, привет. Я тоже навстречу иду. Вот это Юра. Видите, как вот Юра, тот Юра, который все знает в Кишиневе. Помните, вот он возил меня, помогал. Вот он был на красном Приусе, потом на сером Форде. Сейчас вот у него... был еще серый Примус, но это не важно. Так, переходим улицу Садовую. Сейчас будем спускаться по Гоголя. Вроде бы казалось невеликий новострой, но здесь было красивый домик такой частный, интересный. Ну а сейчас что-то вот лепят, непонятно что. Но как всегда в Кишиневе, к сожалению, в большинстве случаев это несуразные новострои, холодные, некрасивые, неуютные, где нет не за что зацепиться глазу. Но отбросим в сторону рекламу, наслаждаемся тротуаром по улице Гоголя, идем вниз от Садовой, пересечем Пирогова сейчас. Ныне это Михайка Когольничану. Да. С правой стороны у нас университет. Видите, какие красивые елки, пихты. Не могу не прокомментировать нынешние скамейки. Помните, какие были раньше парковые скамейки? Со спинкой. Такие почти анатомические. Сейчас они без спинок, на 4 доски между бетонными тумбами. Это располагает к тому, чтобы не засиживаться, чтобы не было уютно. Вы знаете мою теорию, что сегодня все градостроительство
на это и направлено, чтобы не было уюта, чтобы все было так, go, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Некогда остановиться, не на что посмотреть, не на что зацепиться к взгляду. Хотя, казалось бы, скамейки поставили, но они очень-очень неуютные, некомфортные. Как табуретки. О, как красивый особнячок. Очень даже. Спускаемся вниз. Вот на моем канале есть видео, не знаю, может, я бы удалил, злоумышленник, когда канал был украден. Вот видите, там за перекрестком сразу такие ступеньки. Там вот такая кафешка была. И я оттуда вел репортаж, когда снимал улицу Гоголя сверху. Я шел сверху с Садовой до Ленина. Здесь справа, насколько я помню, раньше была прикольная такая столовая, такая демократичная. Вот она есть, видите, там вот такое коричневое, фасадик такой коричневый. Вот та столовая еще сохранилась. А здесь при университете, я помню, еще в школе учился, в 8 классе, нас преподавательница по биологии водила на экскурсию в музей. Здесь очень прекрасный такой природоведческий, как сказать, музей флоры и фауны, биологический музей какой-то, да, там всякие экспонаты, пернатых, рыбы, пресмыкающиеся, чучела. Очень сильный музей. Там были чучела даже кашалотов, дельфинов, акул, семейства медведей, тигров, львов, океанические рыбы. Очень мощный музей был такой вот здесь, в подвальном помещении. Мы даже, помню, одевали, нам дали тапочки. Все как положено тогда было. Сейчас пройдем мимо этой кафешки, если она есть. Да, есть. Карамель какая-то. Карамель. Что-то здесь немножко все было по-другому. Ага. Они изменили. Тут был тут столик стоял. Вот здесь вот. А сейчас столики поставили на улице. Видите, как мило. Но никого нету. Никого. Так, наверное, мы перейдем улицу, чтобы не идти по солнцу, потому что тяжело. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, разогнались. Знают, что я бегать не могу, не надо разгоняться так сильно. А тут какой-то ремонт. Улица Гоголя. Вот отсюда хороший вид. Так, здесь придется немножко нам обойти. Ничего, зато откроется шире нам видосик. Так, идем по дороге. Так. И сейчас нам на Щусева налево. И не доходя 37-й школы должно быть заведение Будвайзер с террасой. Меня уже ждут на террасе. Так, как же нам пойти? Сократить путь по тропинке или показать вам перекресток? Придется идти прямо до перекрестка, чтобы доставить вам удовольствие посмотреть перекресток Гоголя, Щусева. Как же это быть в этом месте и ходить по короткому пути? Нет таких делов у нас. Да, здесь раньше был ресторан какой-то вот на углу по диагонали. Сейчас я не знаю, что там. Но было очень мило, так красиво.
Я здесь когда-то работал на Искре Гоголя во дворе музыкальной школы. У нас была мастерская столярная. Хорошее было место такое. Ну, по-настоящему центровое, потому что в центре. Вот я уже вижу террасу Будвайзера. И да.